Друзья, всем привет! Меня зовут Лена, и вы на моем канале Эволика жизни. Сегодня очень классная погода, светит солнышко, уже достаточно тепло. А еще сегодня праздник Наурыз, праздник весны, который отмечается в Казахстане. Поэтому, если вы из Казахстана, поздравляю вас. И, собственно, давайте начнем. Сзади меня, как обычно, куча вещей, но такова она жизнь иммигранта. Сегодня поговорим на тему, которая, я знаю, волнует многих. Это «А чё там с Канадой?». Если вы на моем канале впервые или не знаете все истории, меня зовут Лена, и в октябре прошлого года я уехала из России. Здесь можно посмотреть мои видео о Турции и о Казахстане, где мы жили и чем занимались, но сегодня не об этом. Собственно, в 2020 году мы с моей девушкой решили уехать в Канаду. И давайте я расскажу немного, почему именно в Канаду, почему выбор пал именно на эту страну. И начнем, пожалуй, с предыстории. Мне всегда на самом деле хотелось уехать в Европу, а после посещения мною Германии я загорелась идеей уехать в Берлин, однако это было достаточно тяжело реализуемо, если ты не айтишник, и в принципе в Берлин попасть сложно, да и в Германию в целом. Даша, моя девушка, всегда хотела уехать в США. Туда тоже попасть достаточно сложно. И, собственно, она хотела в Америку, я хотела немножко другое в Европу, а именно в Берлин, в Германию. И мы решили сделать так. Мы составили большую табличку и выписали все страны, куда мне, ей, нам хотелось бы уехать или пожить. И мы также сделали ряд критериев. Собственно, я открыла эту табличку сейчас у себя на компьютере, чтобы вам ее зачитать и рассказать. Мы составили две таблички. Первая была у меня, а вторая у Даши. И далее суммарная. Так, что у нас здесь есть? Давайте я начну со стран, которые мы указали в этом списке. У нас здесь была Канада, Дания, Нидерланды, Германия, Австрия, Норвегия и Англия. То есть мы выписали эти страны и решили уже основываться на них. Далее у нас были критерии и их важность. Соответственно, критерии — это то, что нам важно, а важность критерия — это то, насколько нам это важно. Сейчас расскажу. Критерии у нас были следующие. Это зарплата. Понятно, да, если вы мало будете получать в стране, в которую хотите уехать, наверное, это не очень прикольно, вы вряд ли там сможете хорошо жить. Зарплата, климат, при том, что у нас на самом деле с Дашей достаточно разные представления об идеальном климате, но тем не менее. Бесплатная медицина, мы понимаем, что бесплатная медицина в принципе не существует, это государственная медицина, тоже такой фактор был. Удаленность от РФ. Я уже, если честно, не помню, почему мы этот фактор вообще внесли. Чтобы вернуться, что-то забрать, чтобы можно было легко перемещаться туда-сюда. Дальше у нас был пункт легальность однополых браков. Я думаю, это понятно. Мы хотели жить в официальном юридическом статусе, потому что мы семья, но не во всех странах мы признаемся семьей, что не очень прикольно. Далее, простота иммиграции, я думаю, тоже понятный пункт. Если туда фиг уедешь, то, смысл тратить столько ресурсов, нервов, сил и денег в эту страну вкладывать. Далее, стоимость жилья и жизни, я так понимаю, соотношение цена-качество. Мегаполисность и инфраструктура, поскольку мы очень любим большие города. Москва, где мы жили, в принципе, если исключить политическую составляющую, я считаю Москву одним из наиболее идеальных городов, которые подходили нам и по вайбу, и по атмосфере, и по динамике. Из похожих могу выделить Сеул, в котором мы недавно были. Кстати, видео про Корею можете посмотреть вот здесь. То есть это должен быть прям динамичный большой мегаполис. Следующий пункт – простота получения резидентства. В принципе, этот пункт похож на простоту иммиграции, хотя все-таки это не одно и то же. Простота иммиграции – это о том, чтобы вы туда уехали,
а резидентство это о том, чтобы вы туда уехали легально. Потому что просто куда-то уехать можно и нелегально, но это не наш путь, но об этом расскажу позже. И последний пункт – это основной язык, поскольку, естественно, мы знаем на высоком уровне английский язык, и англоязычные страны для нас были более приоритетны. Хотя я не могу сказать, что это прям супер важный был для меня критерий, потому что я могу выучить любой язык, мне кажется. Даша тоже. У нас есть к этому способности. Более того, я нахожу это занятие весьма интересным, поэтому, такое. И, собственно, важности критериев. У нас с Дашей они были разные, потому что, собственно, мы разные люди, это нормально. Важности критериев мы делали от 1 до 5. Например, приведу пример у себя, климат я им поставила 1. Или основной язык я им поставила 1. Это значит, что это не особо для меня важно. Этот критерий, он так себе. А например, зарплата и легальность однополых браков, этим я поставила по 5. Это для меня максимально важно. В общем, я думаю, суть вы поняли. Критерии, я сказала, что это такое. Важность критерия тоже сказала, что такое. А дальше у нас шли страны, где мы, собственно, проставляли свою оценку тоже по 5-бальной шкале той или иной стране. Например, удаленность от России в Канаде я поставила 1, что означает, что Канада находится далеко от России, в случае чего быстренько слетать, забрать вещи мы не сможем, в то время как Дании я поставила 3, потому что Европа все же ближе. И на основании таких комбинаций у нас получились итоговые суммы, скажем так, и по ним у нас лидировало несколько стран, а именно 3 страны выбились в лидеры. Это Нидерланды с суммой в 9,35 баллов, Германия с суммой 10,3 баллов и Канада с суммой почти 10,9 баллов, 10,85. Соответственно, что это значит? Это значит, что эти страны нам подходят больше всего. И далее мы уже стали как-то более тщательно изучать эти страны и думать, куда же уехать. И изучив иммиграционные программы этих стран, мы пришли к выводу, что Канада наилучший вариант, потому что туда эмигрировать легче всего. Потому что Голландия и Германия, как я уже сказала раньше, они сложнее для иммиграции, в то время как у Канады достаточно простые и понятные для всех системы, и на самом деле, почти любой человек, если приложит силы, может уехать в Канаду. Это реально несложно. У них очень много программ, и да, стоит немного поднапрячься, но нет там ничего такого запредельного. В общем, иммиграция в Канаду, она проще. Можем продолжать. Так что, я думаю, вы поняли, почему у нас выбор пал на Канаду, поскольку это был самый оптимальный вариант. Более того, город Торонто, на самом деле не только он, но Торонто как основной, достаточно себе такой мегаполис. Понятно, что он не сравнится с Москвой, но вообще мало какие города сравнятся с Москвой, но Торонто получался таким оптимальным вариантом, хотя на самом деле я не исключаю того факта, что мы уедем потом в другой город. Это тоже не факт, но кто знает. Пока у нас планы на Торонто. Собственно, какие у нас были способы иммиграции в Канаду? Как я уже сказала, эмигрировать в Канаду не так уж и сложно, если просто разобраться в их программах. Их основных несколько. Я расскажу только о способах, которые были актуальны для нас. Также я в описании к видео прикреплю различные ссылки, где вы можете посчитать свои баллы или выбрать программу, посчитать какие-то документы. Обязательно переходите, там реально много полезной информации. Так вот. Уехать мы могли по нескольким программам. Первая программа называется Federal Skilled Worker No Specify. Сложно и непонятно, но суть в том, что вас просто выбирают из пула кандидатов и все.
По определенным критериям расскажу чуть позже по каким. Это первая программа. Вторая программа провинциалка. Provincial Nominee Program, как-то так, в общем, PNP. Там более сложный, и муторный и долгий процесс, иногда и платный, но тоже есть такой способ. Сначала вас выбирает определенная провинция, как вы знаете, или не знаете, но теперь будете знать. Канада делится на провинции, и, собственно, у каждой провинции есть свои программы. Собственно, это второй способ, как мы могли уехать. Третий способ еще сложнее, еще более долгий, геморный, финансово затратный, время затратный. Это Work Permit плюс CEC. Что это значит, сейчас расскажу. Work Permit – это когда вам дают разрешение на работу. По сути, рабочая виза, она не дает ВНЖ, но вы приезжаете по этой рабочей визе в Канаду, и спустя какое-то время вы подаетесь уже на программу получения вида на жительство, и для людей, которые находятся внутри Канады, она называется Canadian Experience Class или CEC. Но опять же, это еще более долгий процесс, потому что надо как-то получить рабочую визу, надо уехать, прожить какое-то время, подаваться, в общем, долго. Но еще мы могли попытать свое счастье в беженстве, но как-то нам этот способ не очень близок, поскольку беженство – это достаточно такой серьезный шаг, накладывающий на тебя ряд обязательств. Соответственно, если ты находишься в статусе беженца, ты едва ли сможешь съездить к себе на родину. Ну и тебе еще надо попытаться доказать, что как бы на самом деле тебя преследуют, обижают и так далее. Так что это не так уж и просто, но даже если у тебя получится, это, по сути, билет в одну сторону. Мы к этому не были готовы. Опять же, я сейчас назвала только те программы, по которым мы могли пойти. Самих программ больше. Есть программы там для узких специалистов, там даже для медсестер. Не знаю, для кого там еще есть какие-то узкие такие программы. В общем, найти под себя можно. Если вы айтишник, то там вообще easy. Но как бы для не айтишников, для остальных людей тоже там есть масса вариантов. Мы собирались идти по программе Federal Skilled Worker, но Program Specified, то есть это означает, что ты просто регистрируешься в системе, в пуле кандидатов Express Entry, получаешь определенный балл и ждешь выборок и надеешься, что твой балл будет проходным. Посчитать свои баллы можете внизу, по ссылочке, которую я оставила. Там достаточно легко и просто. В 2020 году мы так вот сели, посчитали свои баллы на калькуляторе и решили начать действовать. Это было в разгар ковида. Помните такой вообще еще? В разгар изоляции. Да, и такое было когда-то. Казалось адом. Ну так вот, мы решили начать готовиться. 3 основных вещи, которые необходимы для создания профиля, чтобы вас потом как-то кто-то выбирал, это английский экзамен IELTS, эвалюация, то есть оценка вашего диплома определенной организации, в нашем случае это был ВЭС, но есть еще какие-то, и определенное количество денег. Ну еще опыт работы, естественно. Еще, естественно, соответствие какому-то НОКу. НОК – это список профессий, то есть вам надо, чтобы ваша профессия под что-то попадала. Ну, как бы, вот, основное, на чем мы сфокусировались, это перевод наших дипломов, апостилирование их и отправка в организацию ВЭС для того, чтобы они оценили. Далее это подготовка к сдаче IELTS. Ну и накопление денежек, потому что на переезд требовалось на тот момент порядка 16 тысяч канадских долларов на двоих, на семью. Собственно, начали мы готовиться, отправили свои дипломчики, стали копить денежки и стали готовиться к IELTS. IELTS мы сдавали General, есть 2 вида IELTS, академик и General. Академик нужен, если вы поступаете на учебу, ну и, собственно, наверное, все, зачем он нужен. В общем, для таких
академических целей. А для переезда требуется General IELTS. Он попроще, там нет каких-то графиков, вам не надо писать эссе на научные темы, то есть он попроще. Мы начали заниматься с преподавателем с iTalki, это известный такой сервис, где можно найти репетиторов. У нас был репетитор Кейран из Монреаля, из Канады, собственно. И также мы отправляли свои эссе на проверку другому носителю языка, Питеру Ферри. Кажется, он был из Англии или нет, но я не помню, откуда он был. Все это мы нашли в соответствующих чатах, эти рекомендации, кому обращаться. Но как бы эти преподаватели, я не могу сказать, что они как-то улучшили наш английский. Наверное, они помогли его структурировать именно в рамках экзамена. Да, я же не рассказала, из чего состоит экзамен IELTS. Он состоит из нескольких частей. Это listening, аудирование. Вы слушаете какие-то записи и тестик заполняете. Reading, чтение. Вы читаете разного уровня сложности текста и также отвечаете там на вопросы. Далее у нас идет writing, письмо, писение. В общем, вы поняли. Он тоже состоит из двух элементов. Первое — это такое лайтовое письмо либо другу, либо в какую-то организацию, либо своему арендодателю. Там есть несколько видов: формальные, неформальные, полуформальные. Достаточно легкая тема. Кстати, если интересно, могу также поделиться материалами для подготовки к IELTS. Напишите в комментариях, было ли вам вообще интересно что-то на эту тему. И вторая часть письма — это более такая сложная сущность. Наверное, можно сказать, что это эссе. И оно там тоже есть ряд видов, вариантов и так далее, каким может быть. Но в целом все достаточно просто и понятно, если у вас хотя бы intermediate, upper intermediate уровень. Если нет, то учите английский. Нужно пригодиться. И, собственно, что? Эти преподаватели, от них я вынесла две вещи. Первая вещь — это структура как говорения, так и письма, то есть именно жесткие рамки, каких необходимо придерживаться для того, чтобы ваш продукт мысли был каким-то таким сбалансированным, адекватным, вас не шатало из стороны в сторону, вы придерживались определенного алгоритма. Это первая вещь. А вторая вещь — это то, что надо пихать как можно больше идиом, буквально в каждое предложение. Это очень смешно было, но эти идиомы — это реально прикольная вещь. Я их раньше никогда не слышала, но когда я их начала использовать при подготовке к IELTS, я заметила, что люди в сериалах и в фильмах их тоже используют. Это было так странно. Я каждый раз, когда слышу идиомы, я вспоминаю про свою подготовку к IELTS. Собственно, это была наша первая попытка. Мы не сдали на нужные нам баллы. Идеальный балл, на который нужно сдать для иммиграции, для экспресс-энтри, это 8,777. Немного семерок. 8, 7. Ну да. 8,777. 8 по листенингу, по аудированию, ну и по всем остальным семерки. У нас было... Я не помню, что у нас было. Я помню, что у нас проблема была именно с активными языковыми навыками, то есть не с пассивными аудированием и чтением, а с активными — это письмо и говорение. Ах да, я же про говорение еще не рассказала. Да, еще есть говорение, черт, как я могла самую важную часть вообще не сказать? Говорение, оно тоже состоит из нескольких этапов. Честно, я уже подзабыла. Сначала с вами общаются как с дурачком на простые темы, как погода, как дела, кто ты такой. Потом же там вторая часть вам дает бумажечку, и вы по ней должны составить текст и рассказать его. Минута на подготовку, минута на рассказ, если я не ошибаюсь. И третья часть — это представьте, что вы какой-то интеллектуал на светском рауте, и с бокалом вина вы обсуждаете с вашим экзаменатором
философские важные темы, например, захватят ли роботы когда-нибудь все рабочие места и насколько важны культурные традиции в социуме. Ну, в общем, вы поняли. Так вот, по активным навыкам по говорению и по письму у нас были 6,5, да? И этого не хватало для необходимых нам баллов для иммиграции, поскольку везде есть нижний порог, хотя бы примерный, нам не хватало. А еще мы сделали какую-то дичь, и после получения результатов решили подать на апелляцию. Причем апелляция стоила как половина экзамена, и, длилась она несколько месяцев, не привела абсолютно ни к какому результату, и мы просто тупо потратили деньги и время. После первой попытки IELTS и апелляции мы немножечко подрастроились, но поняли, что нам надо дожать эту тему, чтобы получить заветные 8,777. В итоге мы пошли в хорошую школу в Москве, школу английского языка, называется она, кажется, Уинзор. У нас был очень специфический преподаватель Дерек, у которого эмпатии было просто, наверное, 0, но он реально помог нам качественно повысить наш уровень английского, и, в принципе, я могу его рекомендовать, но некоторые этические вопросики с эмпатией, с пониманием, что ты можешь говорить, а что нет, что может обидеть ученика, а что нет, у него отсутствует. Но в рамках эффективности и получения желаемого определенно да. И, собственно, мы с ним занимались несколько месяцев, и после этого пошли на вторую попытку IELTS. И там мы получили баллы выше, чем надо. То есть, сейчас, чтобы не соврать, посмотрю, какие они были. IELTS overall, суммарная оценка у нас была 7,5. А если говорить, раскидывать по каждому блоку, то у меня был listening 8,5, reading у меня был 8, writing. Стоп, нет, забейте все, что я вам сказала сейчас, я вам называла старые баллы. Давайте расскажу для сравнения. Writing 6,5, speaking 6,5, overall 7,5. У Даши был listening 7,5, reading 8,5, writing 7,0, speaking 6,5, overall 7,5. Это были старые данные. Нашла, наконец-то, данные второй сдачи. Так, давайте я сделаю чуть менее ярко, а то что-то как-то... Ой, а что это? Ой, нет. Так вот мы балуемся с этой игрушкой. Дайте, вот так тут что-то аж слепит. Собственно, результаты второго IELTS у нас были следующие. Overall band 8,0. Мой listening 8,5, reading 8,5, writing и speaking по 7. То есть 8,5, 8,5, 7,7. У Даши был 8,5, 9, 7, 7. То есть это было выше, чем нам было надо. Соответственно, мы набрали необходимые 8, 7, 7, 7. Плюс еще немножечко. Это все конвертировалось в баллы. И что дальше? Дальше мы решили завести профиль на экспресс-энтри, который необходим для иммиграции, в любом случае. Для регистрации профиля требуется заполнить анкету и ряд данных. Основные я уже сказала, какие это: диплом, указать, сколько у вас денег есть, ваши уровни работы, английского, образования и так далее. И теперь, собственно, наш кейс. Что дано? У нас есть основной заявитель, main applicant, это Даша. У нее, она айтишник, и у нее технический НОК. Какой у нее НОК? Смотрю свою инсту с этими постами, потому что уже подзабыла. Так вот, у Даши НОК 2147. Соответственно,
почему я выделила основной applicant, когда ты говоришь на рунглише, понимаете? Не просто английский, а рунглиш, основной applicant. В общем, основной заявитель, он, по сути, тянет на себе депендента, и основным заявителем становится тот, кто набирает больше баллов. У нас это была Даша, поскольку она в IT-сфере, у нее образование специалиста, что приравнивается к мастеру, к магистру, ну и, соответственно, у нее получалось бы больше баллов, поэтому она у нас основной заявитель. Мы заполнили анкету, указали наши баллы IELTS, указали приблизительно, сколько денег мы будем ввозить, ну, чтобы как минимум у нас был минимум. Далее мы заполнили все это. Что тут еще у нас было? Минуточку. Ах да, еще нюанс с возрастом. Нам было до 30 лет обеим. В момент подачи это важно, потому что после 30 с каждым годом у вас отнимают по 1 баллу. То есть до 30 у вас максимум, а после 30 он плавно снижается каждый год. Собственно, статус у нас в рамках подачи в экспресс-центре Common Law, ну или гражданский брак в рамках бытового обихода. Гражданский брак на самом деле это юридический брак, но мы используем гражданский брак, да, словосочетание в рамках сожительства, можно сказать. Ну, то есть неофициальное что-то. Вот у нас был статус Common Law, его, кстати, тоже надо было потом подтверждать. Английский я уже вам сказала. Ну и, собственно, все. По итогу нашего заполнения система выдала нам, что у нас 476 баллов. Тогда проходной балл варьировался, плавал в районе 460 плюс-минус баллов, то есть 476 это прям дофига было. Сейчас, кстати, уже не так, но опять же повторюсь, я рассказываю именно про наш кейс, таким, какой он был в наших условиях. Далее. Мы рассчитывали, что с такими баллами нас выберут в общей выборке, потому что баллы высокие. Если у вас баллы низкие, то вам стоит именно посмотреть в сторону провинциалок, где могут быть другие условия. И если вы получаете провинциалку, то вам к вашему профилю, к вашим баллам плюсуется еще 600. Ну там уже 100% будет выборка. И, собственно, мы обновили баллы. Это уже было начало 2021 года, и мы стали ждать. Мы ждали, выборок не было. И выборок не было никаких. То есть не было ни провинциальных выборок, ни вот этих вот общих. Никаких, ничего не было. И это было только постковидное, это даже еще нет, разгар ковида время. И я так понимаю, что они все были заняты тем, что разбирали бэклог, то есть залежи, вот кучу документов, которые скопились во время ковида, потому что во время ковида они переходили на какой-то другой режим работы. Но мы надеялись, что либо нас выберет провинциалка, либо вот общая вот эта система, потому что они все это выбирают из одного этого пула экспресс-энтри. То есть куда бы вы не хотели податься, вам все равно надо иметь. Ну, в большинстве случаев, ладно, не 100%, но в большинстве случаев вам надо иметь профиль в экспресс-энтри. А оттуда вас уже могут выбирать на разные программы. Так вот, ждали, ничего не происходило вообще. А потом в мае проходит выборка провинциальная, TechDraw для айтишников, провинция Онтарио. Мы думаем, ну хотя бы нас, наверное, выберут. Потому что, там баллы были указаны, что-то типа 400, нет, сейчас, чтобы не врать, да, баллы там были указаны в диапазоне 456-467. У нас 476, мы же должны пройти, да? У нас много баллов, мы крутые, все супер, нас выберут, и нас не выбрали. Мы просто в шоке были. Мы столько ждали, хоть какой-то выборки, проходит выборка, где нас могут выбрать, и нас не выбирают, потому что мы не вписываемся в этот диапазон, потому что у нас много баллов,
Это даже звучит максимально курьезно, но прикиньте, вас не убирают, потому что вы слишком крутые. Ну типа что? Бред полный. И, ну, то есть сколько мы там в январе сдали IELTS, да, в мае проходит выборка, и она проходит мимо, потому что у нас много баллов. Я еще 25 раз повторюсь про то, что у нас очень много баллов, потому что, блин, ну это бред. Мне настолько от этого полыхала пятая точка, потому что, ну представьте, столько работы, столько труда, проходит выборка, и она проходит мимо, и там баллы ниже. Что за хрень? В общем, после этой непонятной ерунды мы решили сделать следующее. Поэкспериментировать в калькуляторе с убиранием баллов, чтобы попасть вот в этот вот странный диапазон в следующую выборку. Мы пробовали убирать мои баллы, вводить баллы со старого IELTS, где, ну, значительно ниже, потому что, ну, изменение любой в вашей анкете ведет к пересчету баллов. И, соответственно, это влияет на то, пройдете вы в какую-то выборку или нет. В итоге мы решили полностью убрать у меня результаты IELTS в принципе. После этого наш балл изменился на 456. И уже в следующей выборке, которая была, если я не ошибаюсь, в августе или что-то такое, мы прошли. Это программа «Провинциальная TechDraw». И это единственная программа, насколько я знаю, из провинциалок, которая платная. Потому что остальные провинциалки бесплатные, но есть нюанс. В остальных провинциалках требовался job offer, то есть, ну, предложение на работу. Предложение на работу. Я уже забыла, как это нормально называется. Но вы поняли. А в TechDraw, в провинциалке от провинции Онтарио, не требовался job offer. Но вот она была платная. Соответственно, мы пошли на эту провинциалку. Там тоже необходимо было собрать ряд документов. Ну как тоже? Это был первый этап, когда нам было необходимо собрать ряд документов, что-то апостилировать, прикладывать кучу там документов, выписок из банков, с работы, IELTS, WES, доказывать наш статус Common Law тоже надо было различными способами. Ну, мы прикладывали совместные фото билетов, чеки, переводы друг другу, фотки, в общем, все, что может быть подтверждением вашего Common Law статуса, лучше перекладывать. И где-то эта вот выборка у нас была в конце лета, в начале осени, не помню точно, и где-то к январю 2022 года нам пришла номинация. Это значит, что провинция Онтарио изучила все документы, поняла, что Дашин опыт работы и НОК, то есть, собственно, профессия, релевантны их номинации, то есть, что она подходит под критерии, ну, и я также по работникам, как партнер, и дала нам номинацию, которая нам давала плюс 600 баллов. Та-дам! Соответственно, профиль наш обновился, там у нас стало сколько? 1056 баллов, 456 плюс 600. И где-то в марте или в конце февраля случилась выборка PNP. Ну, то есть это уже выборка в общем пуле экспресс-центре для тех, кто идет по провинциалкам. Там высокий проходной балл, естественно, там может быть 800 или я не знаю сколько, ну, то есть недоступный простым смертным без провинциальной номинации. И нас выбрали. После этого нам необходимо было уже собрать документы на подачу заявления в экспресс-центре. По большому счету там было, ну, плюс-минус то же самое, но на самом деле даже полегче. Мы там также приложили эвалюацию наших дипломов, выписки с банковских счетов. И на этом восхитительном моменте у меня закончилась память. Память, как у золотой рыбки. Закончилась память. Ха! Память, как у золотой рыбки, у меня и у телефона.
лирическое отступление. У меня сейчас закончилась память, и пока я очищала телефон, перекидывала данные на ноутбук, я уже забыла, о чем мы говорили. Нас выбрали по TechDraw. Мы засабмитились, то есть это что значит? Это значит, что мы подали документы для того, чтобы нас уже потом номинировали на ВНЖ. Ну, дали ВНЖ. Номинация все-таки относится больше к провинциальному этапу. У меня опять закончился. Так вот. Когда нам прислали приглашение засабмититься на ВНЖ, подать заявку на ВНЖ, мы заполнили все данные необходимые. Что здесь опять тебе не нравится? Заполнили все, что требовалось, подтвердили все, что требовалось. По сути, этап очень похож был на TechDraw, но на самом деле требовалось чуть меньше апостилированных документов, в принципе, меньше справок. И мы стали ждать. Соответственно, март 2022 года был уже год назад, а мы все еще не получили наши заветные PR-карточки, Permanent Residence карточки. Почему? Да его знает. Но если серьезно, давайте я расскажу, сквозь какие этапы мы проходили весь этот год, для того, чтобы, может быть, вам стало понятнее, как это проходит. В конце февраля мы получили приглашение засабмититься, подали документы. 3 марта нам пришел AOR, Acknowledgement of Received. Но это значит, что первая отмашка, что наши документы приняты. Вот все вот эти вот эвалюации, IELTS, документы с работы, с банка, подтверждение коммунного статуса, какая-то еще мелочевка, это все было принято. И теперь мы стали ждать. Прошло пара месяцев, и в мае нам приходит запрос на биометрию, сдать наши пальчики. Мы прошли биометрию в Москве, все было окей, снова ждем. В августе нам приходит запрос на медицину. И, собственно, мы проходим медицину, тоже проходили в Москве. Это стоило порядка 15-20 тысяч рублей на человека, точно не помню. Все прошли, все хорошо, медицина принята. А дальше тишина. До ноября. В ноябре у нас запрашивают несколько форм дополнительных, и все. Дальше снова тишина. За это время мы несколько раз подавали, брали ноутсы. Ноутсы — это такая выписка из дела. Есть куча сайтов, которые предоставляют эти услуги. Под видео я написала те, которыми пользуемся мы. Есть ноутсы General Case Management System, GCMS, вот. И CBSA, другая контора. Мы заказывали такие. В общем, ноутсы показывают какие-то комментарии офицеров, которые рассматривают ваше дело, какие-то нюансы, например, перепроверить вот это, или офицер, проверьте вот это вот. Ну, короче, какая-то такая мелочевка, но больше поразвлечься и успокоить себя. Собственно, ноутсы мы заказывали, но каких-то особых таких подвижек с ноября не было. В ноябре мы вступили в фазу security, и у Даши, если верить ноутсам, углубленная security, comprehensive check, или как-то так называется, то есть более глубоко проверяет. И делают они это уже с ноября. Сейчас у нас март, да уже и апрель скоро, и пока никаких обновлений с ноября у нас нет. Мы им периодически звоним, узнавать, что как, нам ничего не говорят, типа ждите. Заказываем ноутсы, но там тоже особо ничего нет, поэтому мы просто ждем. Уже прошло больше года, при том, что рассмотрение по их сайтам ориентировочное занимает 11 месяцев. И я думаю, что если до сентября у нас ничего не изменится, то мы будем подавать на мандамус. Мандамус — это юридическая штука, которая, по сути, как будто вы подаете на них в суд, но это не отражается на вашем кейсе никак. Просто вы
юридически на них надавливаете, типа, чуваки, давайте быстрее. Это популярная процедура для тех, кто ждет очень долго. Вроде как юристы, некоторые там в чатах пишут, советуют ждать ориентировочное время рассмотрения умножить на 3. То есть если у нас 11 месяцев, то ждать или на 2. Ну как, не, на 3. То типа ждать 36 месяцев, и так 11 уже прошло, еще подождать 2 года. Но многие пишут, что это какая-то дичь, и если за 1,5 года вы не получаете ВНЖ, то уже можно подаваться. Ну, собственно, мы будем рассматривать этот вариант, если никаких обновлений не будет, потому что уже много времени прошло, и хочется, если честно, уже побыстрее получить ВНЖ и уехать в страну, которую мы сможем назвать своим домом. Потому что, как бы, вот это вот скитание по Турциям, Казахстанам и так далее, оно достаточно сильно утомляет. Пока общалась с вами за окном, уже стемнело, уже ночь наступила почти что. Ну что, друзья, мне кажется, для первого видео про Канаду это было достаточно. Надеюсь, вам было информативно, понятно и полезно. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Если есть что-то, что хотите, чтобы я вам рассказала про Канаду еще, также пишите в комментариях. И до новых встреч! Пока-пока!